Ок, сейчас, в 2024 году, у нас бычий рынок. Мы видим огромные прибыли, большие доходы от криптовалют, особенно в некоторых нарративах. И мы видим, как определенные нарративы взлетают и набирают мощь. На предыдущем бычьем рынке мы предсказали, что так случится на этом бычьем рынке. И криптовалюты растут в цене, и много чего еще случится. Игровые монеты делают то же самое. Я умолял вас присоединиться к экосистеме биткоина, и вот она взлетает благодаря токенам BRC-20 и маркам. RWA или активы реального мира привлекают к себе внимание. Итак, вам не обязательно быть гением или типа того, хотя это бы не помешало. Но вам не обязательно быть гением, чтобы понять, создание портфолио в этих нарративах было бы лучшим действием для получения максимальной выгоды и приумножения прибыли. Вы бы стали победителем, триумфатором на этом бычьем рынке. В этом видео я расскажу вам о нарративах, о том, как создать портфолио в каждом из них и почему стоит так делать. Также я дам вам дополнение к каждому из портфолио, чтобы вы получили огромную прибыль. Редакция канала Crypto.ru перевела для вас видео с канала The Crypto Factor. Поставьте нам лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Не пропускайте новые видео. Привет, ребята, это Брифит Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифит Дэнс. Что ж, дела на крипторынках идут очень хорошо. И если вы вошли в криптовалюты, когда я сказал вам, что биткоин будет стоить 15,6 тысяч, а я это предсказал заранее, и даже выиграл пари у Гарреда Солоуэя, то у вас все должно быть просто замечательно. И если это так, то я вас поздравляю, вы можете добиться большего. А если нет, то не волнуйтесь, еще не поздно. У вас впереди еще больше прибыли и много возможностей, которыми вы можете воспользоваться. Смотрите, мы уже предсказали Solana, AVAX и прочие криптовалюты в других роликах. Сейчас я хочу поговорить с вами о 4 нарративах, на которых надо сосредоточиться, а затем скажу про дополнение к каждому нарративу, чтобы вы могли максимизировать прибыль. Сразу перейду к сути. Не буду тратить ваше время. Вам нужно сбалансированное портфолио для каждого нарратива, обеспечивающее синергию и приносящее максимальную прибыль X10, X20, X30, а также защищающее вас. Вы все равно выигрываете, даже если эти монеты покажут себя не так хорошо, как вы думаете. Ок, скажу проще. Во-первых, вам нужно сбалансированное портфолио в ИИ. Во-вторых, в играх. В-третьих, в экосистеме биткоина. В-четвертых, в сфере активов реального мира. Если вы смотрите мои видео, то знаете, что я рассказывал про экосистему Космос для аирдропов. Но это другая история. В этом видео я расскажу вам более простые вещи. Вот что вы хотите сделать. Итак, у вас есть ИИ, есть игры, есть экосистема биткоина и, конечно же, RWA. Вам следует создать портфолио в каждой из этой категории, которые будут в синергии друг с другом. Например, для ИИ вам нужно что-то вроде Render. Она также применима в играх. Fetch, Ajax, AG, Solidus и, конечно же, SNS. Это всего лишь пример. У меня есть видео, в которых я более подробно рассказываю про портфолио. А это я просто взял из головы, чтобы снять это видео и объяснить вам свое мнение. Для игр вам понадобится что-то вроде AMX. Возможно, тоже Render. Зависит от того, к какой категории вы его относите. Также G Swift, Pixels или Pixel, GFAL и, возможно, монета старой школы, такая как Illuvium, например. Ок. Для биткоина, очевидно, нужен биткоин. Также марки, токены SRC-20, токены BRC-20 и ординалы. Давайте пока проигнорируем марки и ординалы, поскольку они ближе к NFT. Сосредоточимся на токенах SRC-20 и BRC-20. Из актива реального мира нужно взять что-то вроде BLX. Поговорим о нем позже в этом видео. И так далее. По сути, в каждой категории у вас есть более безопасные монеты или голубые фишки. Затем вы переходите к среднему риску, а потом к высокому риску. И вы не пропустите весь бычий забег. И если вы ошибетесь насчет чего-то вроде ChainGPT, кстати,
Я в них верю и считаю, что вы должны добавить ее в свое портфолио. Но в случае, если что-то пойдет не так, вы все равно заработаете на этом нарративе, понятно? Так что же нам нужно добавить в каждое портфолио? Что нам нужно добавить к играм? Что нужно добавить к ИИ? Что добавить к экосистеме биткоина? А что добавить к RWA? Еще раз, если речь о портфолио, этим может быть все, что угодно. Можете посмотреть другие мои видео. Оставлю несколько ссылок в описании ниже. Ой, извините, я просто нажал на кнопку, и курсор сошел с ума. Ну да, я оставлю несколько ссылок в описании ниже и в конце ролика, чтобы вы посмотрели, как может выглядеть идеальное портфолио в каждом из этих категорий. Каждой из этих категорий вам нужно добавить ноды. Давайте я объясню, почему и какие именно. Когда я говорю ноды, я имею в виду не аппаратные узлы, которые вы устанавливаете у себя дома и о которых вам надо заботиться. Это техническая сторона. Я говорю не о ней. Ноды прошли большой путь, изменились. Теперь они являются NFT, находятся в вашем кошельке и генерируют токены для вас каждый день. Также у них есть другие преимущества. Улучшенный стейкинг, аирдропы и так далее, в зависимости от проекта. Но они позволяют вам реализовать определенную стратегию, о которой люди даже не задумывались. Видите ли, если у вас есть нода, цена которой указана в долларах США, то ее стоимость не падает. Она может только расти, если, конечно, проект не провалится. Но в целом она растет по мере того, как больше людей покупают эти ноды. Каждый день нода генерирует для вас токены. Именно на этом я и хочу сфокусироваться. Не хочу говорить о стейкинге в этом видео. Каждый день нода генерирует для вас токены. И что это значит? Вы можете участвовать в каждой категории долгое время, получать прибыль и продавать токены по мере их накопления, не испытывая страха упущенной выгоды. Вы знаете, что каждый день получаете больше токенов. Это позволяет вам усреднять затраты и фиксировать прибыль. И это простительно, поскольку вы можете увеличить свой потенциал с помощью нод. И они являются отличным дополнением к вашему портфолио. И не только это. Если вы верите в проект, то можете удержать ноды на медвежьем рынке для следующего бычьего рынка и еще одного после него. Фактически, вы накапливаете токены на медвежьем рынке. Это позволяет вам усреднять затраты на медвежьем рынке. Инфлюенсеры говорят вам: покупайте на медвежьем рынке, а вы никогда так не делаете. Угадайте что? Теперь вы так делаете. Автоматически. С учетом сказанного, на какие ноды я обратил бы внимание и что добавил бы в каждую категорию. Я оставлю ссылки на них в описании. Пожалуйста, воспользуйтесь реферальными ссылками. Это помогает мне, а также помогает дать вам определенные бонусы в зависимости от того, какую ноду вы решите получить, если вы решите взять одну из них. Итак, сначала у нас есть нода DMA от Delysium. Это ИИ-нода, но многие не знают, что это еще и игровая нода. И видите ли, Delysium — это игровая монета. Они готовы к появлению игрового нарратива, когда бы оно ни случилось, когда бы нарратив не сменился. Но это также и ИИ-монета. По сути, вы убиваете двух зайцев одним выстрелом. Кстати, цена DMA уже не равна 1000 USDT. Она уже дошла до 2400 USDT и продолжает расти. Но это отличный вариант. Мы предсказали рост токена AGI, когда его цена была 0,03 цента. И он растет. Так что эти награды имеют смысл. Если вы купите ноду сейчас, но купите токенов и продадите их в конце 2024 года, если бычий рынок не закончится и не исчезнет, а продолжится, то вы продолжите накапливать в 2025 году. Я говорю об этом, потому что у меня есть тезис. На этот раз у нас может быть более короткий бычий рынок. Но это в любом случае защитит вас, поможет вам реализовать стратегию. Далее у нас Sonorous с их DJ-нод. Мне особенно нравится этот проект, потому что он связан с музыкой. А я когда-то работал в музыкальной индустрии. И это ИИ-нода с музыкой. Держа эту ноду у себя, вы получаете токены SNS. Также вы можете создавать музыку с помощью ИИ. Я начал говорить об этой ноде, когда она стоила $600. Сейчас она стоит около $1200, и цена продолжает расти. Нода дает вам несколько преимуществ, помимо простого стейкинга вознаграждений. Также вы получаете больше возможностей для управления сетью Sonorous.
Еще у вас улучшенная возможность номинирования музыки. Вы можете узнать про это в моем видео, ссылку на которое я оставлю ниже. Подтверждение ранней поддержки даст вам потенциальные аирдропы и привилегии, а также распределение доходов от транзакций внутри сети Sonorous. Итак, у вас есть нода для игр и для ИИ. Есть нода для ИИ и музыки. А что насчет биткоина? Рад, что вы спросили. Для нарратива биткоина, а конкретно для нарратива BRC-20, я выбираю Helios. Вы можете отчеканить свой ключ для входа прямо сейчас. Он стоил всего $500 на момент съемки этого видео. Конечно же, цена будет расти. Helios является уровнем DEP для экосистемы биткоина. Или стремится стать уровнем DEP для экосистемы биткоина. Здесь вы видите, что они используют биткоин в качестве собственного токена. Так что это отличный вариант для экосистемы биткоина. Конечно, это новый проект и есть риски. А у остальных криптовалют и индустрии в целом разве нет рисков? По крайней мере, в этом случае соотношение риска и доходности меньше из-за фактической цены ноды. Вы получаете ее на ранней стадии. Прежде чем вы меня спросите, оптимистичен ли я по отношению к нодам и что я об этом всем думаю, да, я действительно верю в эти ноды. Я держу ноды, которые упоминаю в этом видео у себя. И не 1 или 2 узла. У меня 5 нод DMA, и скоро я получу еще 2. У меня 8 нод DJ. Скоро получу больше. У меня ноты Helios общей стоимостью около $3000, а также 3000 или $4000 в ноде, которую я покажу сейчас. Это Blackford. Blackford является активом реального мира. Вы можете проверить Blackford. Я оставлю ссылку на него внизу, как говорил ранее. Это может оказаться хорошим вариантом. Если вы хотите узнать больше о моих любимых нодах, посмотрите это видео про Sonorous и нода с музыкой, вот здесь. Или посмотрите ролик про AGI или DMI здесь, чтобы увидеть ноду с играми. Вы не хотите пропускать эти видео. Это замечательные ноды, которые, на мой взгляд, отлично дополнят ваше портфолио. Конечно, проведите собственное исследование. Подпишитесь ниже, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о следующих видео. Вы посмотрели перевод видео с канала The Crypto Factor, который для вас подготовила редакция портала Crypto.ru. Также посмотрите другое видео этого автора у нас на канале про DeFi BRC-20, проект Marlin Swap.